Привет. Почти 2 года назад Google выпустила Gemini, один из самых редчайших крупных проектов в истории компании. И вот теперь вышла Gemini 3, самая умная версия. Давайте начнем с того, как все начиналось. Эволюция Gemini. Первая версия одновременно смогла понимать и текст, видео, изображение и аудио. Не по отдельности, а как единое целое, что называется встроенная мультимодальность. Плюс Gemini 1 принес нам огромное контекстное окно. 1 миллион токенов. В те года у GPT было около 128 тысяч, у Клода даже вроде бы и поменьше. То есть Gemini гипотетически мог прочитать почти целую библиотеку и помнить все детали, ссылаться на них. До этого и модели забывали контекст после нескольких страниц текста. Однако, хотя тогда это и было заявлено, по факту активный контекст казался меньше, и модель забывала все гораздо быстрее. Gemini 2. Появились агенты. Со второй версии Gemini он научился думать как агент. Это значит, что он не просто отвечал на вопросы, а мог самостоятельно выполнять задачи. То есть добавились такие функции, как открывать сайты, писать письма, управлять файлами, планировать многошаговые процессы. Также Gemini 2 улучшил рассуждение, логику, работу с контекстным окном, опять же. Смог разбирать более сложные темы и проблемы слой за слоем. И вот, наконец, вышла Gemini 3. Она объединила все лучшее. Передовое мышление, то есть она понимает нюансы, улавливает глубину, анализирует сложные проблемы. Лучше понимает контекст, то есть вы тратите меньше слов на объяснение. Модель сразу ловит мысль. Агенты поднялись на новый уровень. Теперь они могут управлять сложными процессами и делать это автономно в будущем. Плюс теперь доступен полностью одновременный анализ видео, текста, звука, кода. Но по тестам Gemini набирает больше всех очков и неимоверно отрывается от конкурентов. Но тесты тестами, слова тоже. Давайте перейдем к практике. В этом есть основная суть. В этом видео я покажу 9 практик. Мультимодальные проекты, глубокий анализ документов, презентации под ключ, прототипы и код, автоматизация процессов, креативные медиа, персональный разбор тренировок, интеграции, то есть сбор данных из Google Maps, анализ в Google Sheets, визуализация. И третье — это иммерсивная симуляция. Начнем с книги рецептов. Ставим простенький промпт и загрузим несколько изображений. Давайте добавим еще. Эти картинки я скопировал с интернета, чтобы посмотреть, что получится. Так, сначала оно выдает классический вариант. Давайте повторим запрос и включим кадрос. Что ж, результат получился таким, что цель он как бы выполнил, однако это немножко не то. Но из плюсов по такому варианту даже удобно готовить. Давайте попробуем включить изначально кадрос. Итак, я добавил еще пару рецептов. Также рецепт в формате написано на листе. Он также перевел промпт на английский. Что ж, после нескольких попыток у меня не получилось. В общем, у меня получилось что-то такое, либо вариант прошлого — это сайт. Видел я, конечно, это презентацию по-другому. Что ж, наверное, промпт был несовершенный, и я плохо объяснил, что я хочу. Ладно, перейдем к следующему эксперименту. Следующий эксперимент — это глубокий анализ текста и документов. Так, как пример, я специально скачал заранее большой документик на 192 страницы, и далее хочу посмотреть, что произойдет. Итак, в ответ Gemini 3 замечательно выполнил анализ, проверил, выписал темы и все выполнил по задаче. Перейдем к следующему эксперименту. Это создание презентации, что действительно интересно. Во-первых, если вы хотите, чтобы презентацию делать руками, так сказать, но взять отсюда текст, визуализации и так далее, то, как видите, он предоставил несколько визуализаций. Также предложил таблицу с промптами для Midjourney, чтобы сгенерировать более качественный контент. А также я хочу пробовать создать именно презентацию полностью у Gemini, не выходя отсюда. А также уточню, что мне нужна визуализация для каждого слайда. Начнем. Итак, в принципе, на самом деле, это неплохо. Также есть темная тема. Оценил бы я это на 5. По сравнению с Гамма, конечно, это далеко. Однако это же лучше, чем он создавал презентацию до этого. Перейдем к следующему эксперименту. Фронтенд-код по нарисованной схеме интерфейса. Я загрузил фото, а также хочу объяснение компонентов и анимацию. Так, давайте сравним с исходником. В принципе, то же самое. Также он объяснил, что он сделал. И давайте, допустим, попросим исправить код, чтобы заработали кнопки. Итак, посмотрим. Он не потерял концепцию. Анимация есть. Кнопки выполняют действия. И также, кстати, код копируется. Поэтому вы легко можете его вставить куда-либо. Но все остальное осталось как прежде. Однако я доволен, что, в принципе, задачу он выполнил правильно. Не додумывал далее, и когда первого шага и быстрого MVP — это замечательное решение, что теперь не нужно покупать какие-либо подписки на Lovable и так далее. Давайте перейдем к следующему заданию. Следующая задача — это автоматизация многошаговых задач. Допустим, мне нужно найти свежие тренды по строительству в Испании, проанализировать их, составить отчет в Google Docs
по основным требованиям. Да, и сравнить я также хочу ответы с Perplexity, режимом исследования. Так, давайте посмотрим. Начнем с Google Gemini. Он выдал такой небольшой отчет, составил актуальные тендеры в таблицу, проанализировал основные требования, расписал технические, экономические, специфические, рассказал о критерии оценки и дал рекомендацию для участия. Google AI Studio, в принципе, создала поисковик тендеров, и Perplexity выдала PDF, документ Docs с более конкретными тендерами, с номерами, описаниями. И, в принципе, это аналогично, что и по этой таблице. Однако, как мне кажется, так, конечно, выглядит более интересно, более подробно, точнее. Также это по факту получается более таки полноценный отчет. Также он оставил источники. Gemini источниками не поделился в этом документе. Но из плюсов он написал краткое резюме. И также, я думаю, из плюсов здесь можно сделать вот что. Его можно попросить, я думаю, что составить на основе отчета, нарисовать подробную карту с помощью Google Maps с именно теми участками, которые будут на тендере. Так, пока он рисует, давайте посмотрим, что выдал Google AI Studio. Во-первых, он полностью выдал, в принципе, похожий ответ на Gemini, но в каких-то общих более планах показал множество источников. Просто, правда, работают ли они еще? Что ж, да, источники работают. И также этот отчет можно сохранить. Можно его сохранить в Google Docs, и вот эта кнопка, к сожалению, пока не работает. И также у него есть приписка, что он сделал это на Gemini 2.5. Интересно. Но и сохранить в Google Docs не получается. А скачать в формате Markdown легко. Итак, да. А теперь про карту. То есть вот что из плюсов, что еще. Что легко можно попросить составить карту с необходимым, и вот она готова. Ну и аналогично можно продолжать просить дополнять здесь больше информации, либо ссылка на конкретно этот отчет, этой локации, этой и так далее. Однако на вид это не Google Maps, а OpenStreet. Да, это OpenStreetMap. Итак, хорошо. Следующий эксперимент. Итак, мне было бы интересно создать обучающее видео. Не знаю, попробуем нажать, посмотреть, какой инструмент предложит. Итак, он сгенерировал несколько картинок. Хорошо. Так, и сейчас посмотрим, что будет после генера попросить полноценное видео. Итак, в ответ он выдал классическое видео, которое, в принципе, вообще никак не отражает суть. Или... Да, в принципе, она не отражает суть. Так, попробуем еще раз. Вторая попытка привела к аналогичному результату. Look at section 4 on the checklist. That crane path is active. Да, полностью к аналогичному результату. Что ж, я также решил попробовать в Google AI Studio, но не думаю, что это чего-то изменит. Перейдем к следующему эксперименту. Проанализировать видео тренировок. Для этого я просто скачал видео с YouTube. И, во-первых, интересно, общая продолжительность не может быть более 1 часа. Хорошо. Итак, я сократил до 30 минут. И посмотрим, что теперь. Пока она грузится, можем посмотреть результат. Прошлая манипуляция и тоже еще генерируется. Итак, видео загрузилось. Итак, следующий момент. В общем, видео грузится, и ожидание уже составило около 20 минут. Думаю, что из этого ничего не получится. Следующий момент, который я захотел пробовать, это создать 3D-модель с помощью AI Studio. Итак, в принципе, он создал сайт, приложение, сайт, который создает на основе Imagen 3 детализированные, либо какие необходимые, собственно, генерируют картинки. Можно генерировать в разных форматах и так далее. Можно сохранить рендер, однако саму 3D-модель мне получить не удалось. Следующий эксперимент, который я быстренько провел, это я захотел собрать данные о недвижимости через Google Maps и создать таблицу в Google Sheets, то есть связать их. Однако этого у меня тоже не вышло. Что я в итоге получил? Я получил простенькую таблицу, карту, как я уже показывал, не соответствующую или соответствующую. Нет, в принципе, соответствующую. Какой-то анализ без источника, визуализацию и графики. Цена недвижимости по площади. Но из плюсов это можно быстро скачать в CSV, и он также сообщил о том, что Sheets он не работает, то есть не может туда добавить. Поэтому я пошел в Google AI Studio и уже попробовал там. И аналогично, забавно, но то же самое даже в Google. Это все происходит с помощью OpenStreetMap, и создал он, в принципе, сайт, с помощью которого можно будет искать конкретные локации. Он будет анализировать рынок недвижимости. Он пишет, что по Google Maps, но
Не уверен. Хотя действительно везде пишет Google Maps. То есть он также написал приложение, сайт. Из плюсов здесь может также сразу адаптировать под планшет, телефон. Так, я натыкал, я его сбил. Ну, пробуем поиск, который он уже предлагает нажать. Там тот момент удалить. Итак, он проанализировал виллы в Тоскане и выдал вот такую вот таблицу, что средняя стоимость 0, заполнил, да, в формате Google Sheets и показал, что он делал поиски. То есть вот у нас на Google Maps идет. Ну, честно говоря, на самом деле, в принципе, и задача была странная, потому что на Google Maps нет цен. Вывод для меня такой, я для себя вывел, что, в принципе, по наблюдениям, даже код, он работает на... Ну, так, да. Он работает на Gemini 2,5, но, в принципе, код он пишет на 3. То есть в поисках, я так понимаю, он использует 2,5 версию, но в генерации была 3. Я заметил, что интернет полнится словами о том, что это вообще изменит весь мир. Это сделает все иначе, все другое. GPT-5 теперь не нужен, Клода выкидываем и так далее. Но лично по моим наблюдениям, по экспериментам, оказывается так, что, в принципе, он стал лучше, чем 2,5. Это, наконец, обновление, да. Не 2,5, это и теперь, и возможностей больше. Однако, я думаю, что здесь смысл не в том, что 3-я версия, а в том, что они постоянно улучшают свою инфраструктуру, добавляют новые функции, приложения, возможности, однако не настолько взрывной, как пишется даже у них на сайте. И, может быть, в тестах он хорош, но в юзабилити все-таки, как минимум, у него до сих пор не появилось памяти. Именно в Gemini чат, то есть если говорим именно о Gemini чате, то он вообще, в принципе, никак не изменился с выходом 3-й версии. Тут просто теперь есть в сложных темах с помощью 3 Pro. Все остальное осталось как 2,5. Но, возможно, изменения придут позже. И опять же, да, забавно, но у них до сих пор нет памяти. То есть у Gemini нет, то есть у Perplexity есть, у Cloud есть, у GPT есть, у всех есть, но у Gemini до сих пор нет памяти у вас, как у пользователя. С одной стороны, это хорошо, что он вас не помнит, но с другой стороны, все мы знаем, что он собирает данные, так почему бы ими не пользоваться? Спасибо за просмотр, это был экспериментальный формат. Мне захотелось попробовать вот такой вариант видео. Буду рад вашим реакциям для того, чтобы в будущем продолжать копать или не копать в эту зону. Всем спасибо за просмотр.